Ребят, всем огромный привет, меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Ну что, максимально долгожданное видео, потому что наконец-таки представлены все главные флагманы первой половины 2022 года. И сегодня мы сделаем сравнение этих смартфонов и посмотрим, кто же из них в итоге добился лучших результатов. Итак, в нашем тесте принимает участие Galaxy S22 Ultra. Звук прямо сейчас идет с него, это Galaxy S22 Ultra. Я пока рассказываю, вы смотрите на засветы, которые сзади меня, потому что на некоторых смартфонах они есть, а на некоторых их нет. Конечно же, iPhone 13 Pro, звук прямо сейчас идет с iPhone, и вы видите задник самый приличный из всех, но правда и картинка потемнее. Конечно же, куда мы можем уйти без пикселя? Pixel 6 Pro, звук прямо сейчас идет с него, задник неплохо. Ну и любимец многих, который на самом деле потерял уже, к сожалению, часть своих поклонников, это OnePlus 10 Pro, звук прямо сейчас идет с него. Короче, друзья, будет интересное видео, самое главное познавательное. Меня зовут Фил, это канал Честный Блог. Погнали! Я вот сразу вам хочу, знаете, сказать, в России часто не купить хорошие смартфоны просто в продаже. Знаете, Pixel не продается, Huawei по 50 Pro вот только влетел сюда, Vivo не продается, ну и так далее, и так далее. Но есть магазин, это компания Цифрус, я с ними давно уже дружу, и у них как раз таки очень много чего есть. И Mi 11 Ultra, и флагманы от Sony, и Samsung на Snapdragon, и так далее, и так далее. Кстати, у меня Galaxy S22 на Exynos. В общем, я внизу оставляю ссылку, переходите, посмотрите, у них классные цены, доставка по всей России, и если именно по этой ссылке перейдете, сделайте покупку, вам будет подарок, так что welcome. Ну а если вы хотите какую-то другую площадку, я также оставляю ссылку на AliExpress, переходите, там тоже, вы знаете, цены очень хорошие, и вообще китайскую продукцию часто лучше покупать на Али. В общем, что можно сказать вот так вот, глядя на фронталку? С засветом справился, по сути, только iPhone и только Pixel 6 Pro. Я говорю сейчас про здание правительства, которое находится сзади меня. На iPhone прямо практически идеально, но при этом лицо очень темное получается. А на Pixel получается такой как бы баланс. Все очень сильно засвечено на OnePlus и не так сильно засвечено, но все-таки засвечено на новеньком Galaxy S22 Ultra. Если говорить про то, как выглядит мое лицо, то мне больше всего нравится, как лицо, кстати, на OnePlus. Посмотрите, хорошо выглядит лицо, такой цвет хороший. На Pixel лицо очень серое, на iPhone нормальное лицо, но по-прежнему темноватое, на Samsung немножко зеленоватое лицо. Вот давайте я вот сейчас встану, а вы, пожалуйста, напишите в комментариях, вот где вам больше всего нравится лицо, на каком смартфоне. Напишите, пожалуйста. Будет интересно послушать ваше мнение. Ну а мы давайте двигаться дальше. Ну что, друзья, по традиции я сделал огромное количество фотографий. Вы представляете, что это 4 смартфона, нужно сделать фотки и днем, и ночью, и вечером, и в портретном режиме, пофотографировать людей, пофотографировать закат, пофотографировать достопримечательности, чтобы было понятно, как все фотографируется. Использование ночного режима, телевички, 3-кратное увеличение, 10-кратное увеличение. Короче, работа проделана колоссальная. Если у вас будет время, возможность, поставьте, пожалуйста, лайк. И чтобы видео у нас не растянулось на час, я сегодня вам расскажу про фотовозможности, а завтра или послезавтра выйдет ролик про видеовозможности. Ну и таким образом будет вам комфортнее смотреть. Так что сегодня фотки. Ну и давайте начнем с Санкт-Петербурга. Это самый центр Санкт-Петербурга. Я вам всегда стараюсь показать такие красивые места, где в Питере можно сделать фотографии, если вы будете у нас в гостях. Милости просим. Это место называется Спас на Крови. На Samsung такой небольшой избыток желтого цвета. И картинка самая, наверное, насыщенная выглядит. А вот не очень насыщенная картинка на OnePlus. Давайте смотреть на детализацию. Я вот уже вижу, что детализация на OnePlus страдает, а вот что у нас с Самсунгами, пикселями и айфоном. Ну вот здесь видно, Pixel очень близко с iPhone, но чуть-чуть получше. На Samsung как будто бы немножко не хватает деталей. На OnePlus не хватает детализации. В общем, лучше всех здесь справился Pixel, я так думаю. Но зато вот здесь место есть со светлым объектом. Видимо, тут фонарь какой-то. И Pixel здесь пересвечивает. iPhone пересвечивает. OnePlus не пересвечивает. И Samsung что-то на половинку. Следующая фотография — это церковь на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. Отмечаю, что на Pixel самые голубые купола из всех. Всех остальных примерно одинаковые. И еще цвета, посмотрите, OnePlus ушел в какие-то розовые тона, желтый на Samsung, желто-грязный немножечко на iPhone. И на OnePlus опять не хватает деталей. Смотрим на это дерево. Видите, оно такое немножечко расплывчатое. Деталей не хватает. Samsung, Pixel, iPhone здесь получше все. Ну вот что по деталям? Ну, Samsung здесь тоже не сильно дает детализированную картинку. Опять же, Pixel и iPhone 2, наверное, лучших варианта. Потом идет Samsung и OnePlus.
Фельдмаршал Кутузов, Казанский собор. Все смартфоны сделали классную фотографию, немножко разная по цветам. Ну и по деталям тоже. Вот прямо уже здесь видно, что деталей на OnePlus явно не хватает. Посмотрите, я бы даже сказал, что как будто бы не хватает, знаете, какой-то обработки. То есть посмотрите, как обработано все на айфоне. Прям очень явно. Мне кажется, самая явная обработка. И как недообработано на OnePlus. И из-за вот этой недообработки, посмотрите, как не хватает деталей на OnePlus. На Samsung, кстати, тоже. Не сказать, что прям очень хорошо с деталями. Pixel и iPhone лучше всего по деталям. И еще обратите внимание, и опять Pixel сливает вот этот светлый объект, он засвечивает все. На iPhone тоже засвечено, но поменьше, Samsung еще поменьше. И лучше всех, опять же, справился OnePlus. Это ледокол Красин, который находится на стоянке. Никуда он не ездит, но он часто участвует в моих рассказах. Посмотрите, у всех разные цвета снега. На OnePlus какой-то прямо красный он становится. Достаточно нейтральный на Пикселе и на Samsung, на айфоне желтоватый. Здесь у нас и закат, здесь сложная ситуация, здесь достаточно темная картинка на айфоне, и вот эти черные части корабля подсвечены на Пикселе и на Samsung. Кстати, друзья, я одновременно слежу за 4 фотографиями, могу что-то не заметить, поэтому если вы вдруг видите, что я, о чем-то говорю, чего нет на самом деле, вы пишите, пожалуйста, об этом в комментариях и пишите, о какой фотографии идет речь. И опять же, если вы вдруг не согласны с тем, что я говорю, тоже об этом пишите, потому что моя задача не заставить вас думать, как я думаю, а просто показать, что вот есть такая фотография, а вы сами выбираете, что вам больше нравится. Именно я для этого все и показываю. Именно для этого я делаю такое огромное количество фотографий. Мне, честно говоря, по цветам не очень нравится Samsung, очень блекловатый здесь получился. Очень темный борт корабля у айфона, здесь даже не видно якоря. У всех остальных видно, на айфоне ничего не видно. При том, что на айфоне в целом хорошо по деталям. Вот эта зона очень хорошо отработана. И на OnePlus, кстати, здесь такая есть обработка. А у Samsung как-то слабенько. Я бы сказал, и Pixel тоже не лучшим образом сделал фотографию. Вот можно хорошо, кстати, детализацию проверить на вот этих тросах. Они, наверное, как-нибудь правильно называются, да, по корабельному. Скажите, пожалуйста. Смотрите, тросы на Samsung съедены лучше всего. То есть их меньше всего видно на Samsung, соответственно, детализация на Samsung тоже слабенькая. OnePlus неплохо. Pixel и на iPhone тоже все это, посмотрите, превратилось в какую-то паутину. Короче, вот здесь у нас лучше всего справился OnePlus. Еще одна картинка, еще один собор. Кстати, в этом соборе раньше был каток. Представляете? Сейчас этого нет. Каток, по-моему, и бани. То есть там какая-то вообще хитрая схема была, когда был Советский Союз. Очень желтая фотография на Samsung, на OnePlus немножко зеленовато. И одинаковые цвета на Pixel и iPhone. Уже не в первый раз мы с вами замечаем одинаковые цвета. И на OnePlus еще очень голубое, точнее синее небо. Таким, конечно, небо не было. То есть тут прям перебор. Так, смотрим на детализацию. На OnePlus прямо видна обработка, то есть этой обработки даже может быть слишком много. На iPhone и Pixel, опять же, картинка очень одинаковая, но больше деталей на Pixel. Samsung в целом неплохо. И, кстати, светлые объекты, опять обратите внимание, на Pixel засвечен объект. iPhone неплохо, OnePlus неплохо, Samsung, так себе. Эта фотография сделана в ночном режиме, какой-то очень желтый у нас получился OnePlus, хотя на самом деле этот корабль, он белый. И я думаю, что это не корабль, да, это, не знаю, кто у нас в курсе, я не знаю, как это называется, парусник. Что это такое? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Видите, все сделали по-разному. Самая нейтральная, наверное, получилась фотография на Пикселе, желто-зеленоватая немножко. Но в целом нормально. Небо зато получилось такое синее. На Samsung слишком уж такое фиолетово-темные тона. Вот тут какой баланс белого выбираешь, таким небо и получается. Я напомню, кстати, что если в автоматическом режиме делать фотографии, OnePlus первым, кто начинает делать фотографии в ночном режиме. Если у вас будет включен автоматический режим, вот OnePlus первый, кто начинает это делать. Я, соответственно, принудительно делал либо ночной режим, либо без него. iPhone очень редко, когда включает ночной режим, должно быть прямо сильно темно, чтобы он это сделал. Хотя по факту фотография в ночном режиме и не в ночном режиме на айфоне, была бы разница в пользу ночного, но все равно автоматика не делает это. Samsung тоже не так часто делает ночной режим. И iPhone тоже слабенько по сравнению с OnePlus. Короче, Pixel и OnePlus здесь лучшая детализация. Вот так всегда бывает. Вроде детализация лучшая, а цвет ужасный. Смотрите, какой, светло-белый цвет на Pixel и какой цвет на OnePlus. Это неоновый объект, и он у меня находится дома. Интересен он тем, что вы же будете фотографироваться в неоновых лампах. И надо, чтобы не было засветов, каких-то, какой-то жести, которая есть здесь на OnePlus. Смотрите, какая жесть. Просто все пересветил, вообще ужас. iPhone, честно говоря, тоже превратил надпись в какой-то горящий объект. Pixel, наверное, был
самым неплохим, потому что Samsung мог быть неплохим, но тоже есть пересветы сзади, посмотрите. А также здесь ушло в фиолетовый тона, это, видимо, из-за поднятия ISO, не знаю. При том, что на Pixel не самая лучшая детализация, как будто бы, но фотография самая сбалансированная. Если эту фотографию сделать на телевичок, она, наверное, самая слабая на OnePlus. Pixel тоже как-то не очень. iPhone хорошо. Samsung, ну что-то среднее. Вот iPhone прямо хорошо. Samsung опять фиолетовые тона начал уходить. В общем, по ночной съемке могу сказать, что в первых фотографиях у нас на OnePlus не хватало деталей. Но OnePlus хорошо отработал светлые объекты. Потом OnePlus подтянулся. Samsung новый Galaxy S22 Ultra ничем особенно не выделился. Широкоугольную камеру смотрим. Так, сверхширокоугольная камера опять. Pixel, помните, да, этот корабль у нас был белым на основную камеру, он также остается белым и на широкоугольную камеру, только уж очень он украшен, то есть не было таких ярко-голубых тонов. Pixel что-то тут привирает, но в целом небо становится таким синим, потому что он пытается убрать желтизну вот этого корабля, и поэтому добавляет синих красок. Собственно, уходит в холодные тона, мне получается вот таким ненастоящим. Более-менее настоящее небо, да у всех остальных, кроме Pixel, и на OnePlus тоже есть небольшой подкрас. Так, это уже широкоугольная камера, тут немножко ситуация другая, и, видимо, Pixel здесь не будет везде лидировать. Понятное дело, что с деталями тут гораздо сложнее. Ну, что можно сказать, кто лучше всего? Ну, на Pixel, вот видите, опять же, не знаю, вот как называется, в корабельной тематике вот эти лесенки, по которым надо ползать вверх. Простите, пожалуйста, я не в курсе. Samsung, ну, нормально. iPhone нормально. OnePlus нормально. На Samsung, может быть, немножко теряются вот эти тросы. Но в целом хорошо. Еще один широкоугольный снимок. Мне нравится, как получилось все на Samsung. Нравится, знаете, чем? Тем, что нет засветов каких-то. Посмотрите, вот тут на OnePlus, на Pixel и на Samsung есть какой-то прям вот ореол. Видите, такое светлое, как будто пятно. А на Samsung это светлое пятно куда-то убрали. Это прикольно. Надпись Astoria везде хорошо. На OnePlus, помните, у нас на OnePlus был широкоугольный модуль, который все хаяли. И я в том числе. Ну вот он начинает себя показывать не самым лучшим образом. Не сказать, что он глобально отличается. Да, вот это важный момент. Не глобально, но отличается все-таки. Samsung хорошо, Pixel хорошо, iPhone тоже нормально. OnePlus проигрывает здесь. Все, кстати, достаточно сильно засветили вот эти лампы, но по мне Samsung здесь самый прикольный. Еще одна широкоугольная фотография, опять же, это ледокол, и вот тут уже красный снег получился на айфоне. Помните, у нас красный снег был на OnePlus, теперь на айфоне он. Samsung самую нейтральную фотографию сделал, такую хорошую, цвет неба хороший. На Pixel как-то все грязновато выглядит. На OnePlus цвет неба, посмотрите, лазурно-синий-голубой. Таким он не бывает. Опять же, это происходит из-за корректировки белого цвета. Ну, здесь мне вот больше нравится Samsung больше всего. И по деталям ширик на айфоне похуже, OnePlus, Pixel. Да, здесь точно мне больше нравится Samsung. Хорошо сделал по детализации, по картинке, и снег получился белым. Хорошо. В этой локации мы тоже сегодня были, но была у нас основная камера, теперь сверхширик. Все, кстати, примерно одинаково отработали вот этот яркий фонарь, который тут светит. Но я вижу, как по-разному отработаны некоторые части. Например, немножко блекловатая выглядит картинка на айфоне и слишком холодная. Хороший цвет на Pixel, на OnePlus немножко зеленушки и хороший цвет на Samsung. Но на Samsung вот эти тени проигрывают теням на Pixel. Слишком он уходит прямо в тени. Смотрим на детализацию. OnePlus опять чуть послабее по деталям. Samsung, Pixel. Немножко есть такой муар. И iPhone неплохо, но вот цвета, к сожалению, на iPhone, видите, очень холодные. То есть все-таки спас на крови должен быть именно вот такого красного цвета. Pixel, наверное. Но это были фотографии широкоугольные. OnePlus хуже всех по детализации, это было ожидаемо. Показал ли что-то интересное Samsung? Ну, в целом он был неплох. Давайте так. Теперь смотрим на телевичок, потому что у всех этих смартфонов есть увеличение в 3 раза. У Pixel в 4, у OnePlus в 3,3. Но суть примерно одна и та же. На Pixel, соответственно, все картинки будут чуть более увеличены. Ну и на Samsung есть еще один телевичок, который увеличивает в 10 раз. Сегодня мы его тоже посмотрим. Ой, как хорошо получилась фотка на айфоне. Посмотрите, как все четенько, красиво. Прямо очень хорошо. И OnePlus неплохо справился. А вот на Samsung телевичок, честно говоря, так себе. Вот этот крест выглядит не очень детализирован. На айфоне, посмотрите, прямо четко-четко все прорисовано. Как будто бы на айфоне увеличили шарпинг, увеличили детализацию. И вот выглядит это все так. Посмотрите, какой купол на айфоне и какой он размазанный, например, на Pixel. Да, iPhone как бы неплохо. Еще одно 3-кратное увеличение.
Pixel опять ушел в голубые тона, здесь более правильный цвет. Вот такой на Samsung. На iPhone тоже правильный цвет. Смотрим сейчас, знаете что? Ну, помимо в целом на церковь, мы также смотрим, насколько здесь вот в этой зоне темно и хоть что-то смогли уловить наши смартфоны. Сплошная темень, ну хоть кто-то. На самом деле деталей больше на пикселе. Посмотрите, видны прямо вот края деревьев видны. А например, на Samsung, посмотрите, все съедено. Причем очень хорошо съедено. Прямо плохо сделана, я бы сказал, фотография. На iPhone неплохо, на OnePlus тоже. Короче, Samsung по деталям здесь хуже всего. Напомню, что это фотография на телевичок. То есть по цветам Samsung был хорошо. То есть здесь по деталям телевичок лучше всех сработал на пикселе, на Samsung хуже всех. Хуже даже, чем на OnePlus. Да, ну как бы это, скажем так, неожиданно. Но ведь я с запасом сделал много фотографий, поэтому где-то хорошо, а где-то плохо. Опять же, посмотрите на цвет неба. Слишком уж синий он на OnePlus и на iPhone. iPhone вообще решил убирать всю желтизну. Помните, раньше iPhone был очень желтым. Сейчас iPhone перестал быть желтым. Смотрите, это самая не желтая фотография. Самая не желтая фотография. Но вот здесь мне нравится, как получилась фотка на Samsung. Правда, вот когда увеличиваешь, то как-то и пропадает часть магии. Вот смотрите, вот тут на пикселе видны, а на Samsung кирпичики не видны. Но при этом на пикселе есть такой небольшой пересвет, на Samsung его нету. iPhone тоже неплохо, кстати, сделал фотографию. Просто вот от того, что она такого цвета неправильного, она, конечно, проигрывает. И не очень красиво выглядит. По самому богатому выглядит, наверное, Samsung, но по деталям не самый богатый. Еще одна фотография с трехкратным увеличением. Ой, как хорошо на пикселе. Посмотрите, какой красивый цвет. Прямо благородный, красивый цвет. iPhone опять убирает всю желтизну и убирает красоту. И вот этот постамент на iPhone выглядит очень скромненько по сравнению и с пикселем, и с Samsung, и с OnePlus тоже. Ну, ладно, с цветами разобрались, теперь смотрим на детали. Помимо деталей, кстати, можно обратить и на засветы внутри ламп. Здесь пиксель хорошо справился. Кстати, можно также посмотреть и на засветы внутри фонарей. И больше всего засветил все iPhone. И вот тут, кстати, на Samsung как будто прямо целая зона засвечена. Ну, как бы слишком засвечена. Смотрим на детализацию. Вообще здесь по деталям как будто бы лучше всего iPhone справился. Опять же, цвета не очень хорошие, детализация лучше всего. Шарпинг вот лучше всего настроен здесь на пикселе. Есть размалевочка такая. На пикселе не очень четко. OnePlus тоже. И Samsung, кстати, туда же. Samsung вообще, честно говоря, по деталям, ну, не очень. Еще одна фотография Красина. Тоже фотография на телевичок. Поэтому у нас Красин самый большой на OnePlus. Потому что здесь увеличение в 4 раза. Смотрим на борт корабля, на воду. Вода, кстати, не очень какая-то на OnePlus покоцанная. Да на пикселе, честно говоря, тоже какая-то она покоцанная. На Samsung неплохо. На iPhone неплохо. Идем выше. Ну вот тут детализация на пикселе хорошая. Посмотрите вот на этот орден, да, СССР. На пикселе он получился лучше всего. Ну и помимо ордена, вообще общая детализация на Samsung, OnePlus, iPhone похуже, а на пикселе получше. Самая такая четкая получается картинка. Но это 4-кратное увеличение, понимаете? Это вот здесь я делаю фотографии, а в портретиках уже 4-кратное увеличение не работает в портретном режиме. При этом она работает и на Samsung, и на пикселе, и на iPhone. Еще одна фотография с 4-кратным увеличением. О, какие-то пересветы у нас на OnePlus. Помните, у нас OnePlus хорошо работал с пересветами, но вот не здесь, не в телевичке. На пикселе, кстати, телевичок дает вот такие полоски на фотографии, от них никак не избавиться. Я думаю, что есть какое-то, да, научное название вот этой истории. Ребят, если кто в курсе, напишите, пожалуйста, в комментариях. Но, однако, по деталям тоже неплохо. Очень плохо по деталям OnePlus. Samsung получше, но слабенько все равно. На iPhone, вот меня на iPhone, знаете, что расстраивает? Эти пересветы. Откуда они взялись? Раньше iPhone как-то с пересветами хорошо боролся. Сейчас, посмотрите, вся вот эта зона просто засвечена. Она засвечена больше, чем на OnePlus, чем на Samsung и чем на пикселе. В общем, вот такая вот история. Так, это были фотографии на телевичок, ну, что можно сказать. А опять же, Samsung себя как-то сильно не проявил. Мне понравились фотки на iPhone, они достаточно часто были детализированы, и пиксель тоже хорошо показывает. Но телевичок и увеличение в 4 раза, к сожалению, не участвует в портретной съемке. И в этом пиксель проигрывает всем остальным, потому что у всех остальных именно фотка идет на этот телевичок в портретном режиме. То есть либо однократное, либо трехкратное увеличение. Так, а это 10-кратное увеличение. Очевидно, что Samsung должен здесь давать одну из лучших картинок. Ночью, правда, сложно, потому что ночью для телевичка нужно больше света. Ну и сразу видно, что OnePlus прямо слабо.
Ну и что можно сказать? Да, на Samsung больше всего деталей. Не сказать, что прямо четкая картинка, но деталей нормально. Пиксель неплохо. iPhone послабее, много намалеванности. Еще одно 10-кратное увеличение. Опять же, посмотрите, iPhone опять стал убирать желтизну. Еще раз напомню, раньше iPhone был очень желтым. Теперь он такой блеклый. И от этого он проигрывает. Пиксель неплохо. OnePlus, ну, получше, чем в прошлый раз. Samsung как то, на что можно равняться. Ну, Samsung очень близок к пикселю, или пиксель близок к Samsung. То есть на Samsung чуть побольше деталей все равно. Но пиксель хорошо. Ночью уж точно хорошо. Прямо могут конкурировать. Еще одно увеличение в 10 раз. Здесь, кстати, OnePlus, получше справился, чем в прошлые разы. Samsung, Pixel, на iPhone какая-то беда. Короче, Samsung и Pixel делают самые приличные фотографии. И еще одна фотография, господи, на iPhone это опять какая-то беда. Смотрите, всю жизнь хейтили iPhone за желтый цвет, все, они его просто выпилили. Смотрите, вообще выпилили. Да, и поэтому фотки выглядят ужасно. OnePlus понятно, а вот Pixel или Samsung, что вы можете сказать? Samsung, конечно, получше. Да, видно, да, вот есть прямо нюансы, которые улавливают все-таки Samsung. Вот они, эти самые дневные фотографии, как вы заказывали. Смотрите, по цветам все примерно одинаково. Снег примерно у всех одинакового цвета. Это вечерняя фотография, закат, все дела. Смотрим на детализацию. На iPhone, кстати, не очень хорошо. OnePlus туда же, Pixel и Samsung двигаются в нужном направлении. Самая хорошая фотография все-таки на Samsung, конечно. А потом на Pixel, дальше iPhone и OnePlus. Еще одно 10-кратное увеличение. Опять же, по цветам примерно одинаково у всех. Темноватый снег какой-то на Samsung. А что по деталям? OnePlus, iPhone слабенько, понятное дело. И Pixel здесь послабее, не слабо, да, а послабее, чем Samsung. Samsung самый сильный тут. Еще одна фотография с 10-кратным увеличением. Опять же, здесь закат, все дела. На OnePlus деталей не хватило. iPhone тут получше, кстати, чем OnePlus. И Pixel и Samsung опять борются за лидерство. Я точно могу сказать, что Samsung все равно будет лучше, потому что здесь все-таки прям настоящее 10-кратное увеличение. Если мы начнем делать увеличение в 20 раз, 30 раз, конечно, Samsung будет интереснее. Так что Samsung здесь молодцы, что вставляют 10-кратное увеличение, а конкуренты этого не делают. С телевичками разобрались, да? Давайте еще посмотрим просто дневных фотографий. Опять же, у нас будут хорошие фотографии на закате. Вообще, конечно, дневные фотографии сравнить сложно, потому что они очень сильно похожи. Но тут что-то Pixel не очень хорошо сделал фотографию, как-то детализации не хватает. Как будто бы что-то случилось с пикселем, он не очень хорошо сработал. Все остальные хорошо. Samsung, iPhone тоже что-то задвоилось. Вот здесь, да, задвоилось. Наверное, давайте так скажем. Samsung лучше всех. Должен же где-то быть Samsung лучше всех. Пускай он будет здесь лучше всех. Хотя OnePlus как-то близко. Еще одна фотография. На iPhone HDR отработал как-то так, что темновато. Гостиница Park Inn. Pixel, наоборот, она немножко пересвечена. Не хватает контраста. Я бы сказал, что здесь Samsung и OnePlus. Самые такие приятные картинки получились. Смотрим на надпись Park Inn. Цвета, кстати, лучше всего разобрал iPhone. Pixel вообще слабую фотографию сделал здесь. На OnePlus прямо, смотрите, как Park Inn. Как будто бы Park Inn заплатил OnePlus, чтобы он выглядел лучше всего. Прямо выделен, особенно по сравнению с Samsung. Хотя Samsung в целом сделал хорошую фотографию. Смотри, эти деревья больше всего, наверное, на Samsung. И на Pixel, кстати, они тоже есть. Но на Pixel какая-то дымка. На OnePlus все развалилось, и на iPhone тоже. Еще одна фотография. OnePlus очень желтую фотографию сделал, прямо очень желтую, яркую. Посмотрите, насколько решил он обыграть эти фонарики. И Samsung, наоборот, убрал ту желтизну. А что у нас по деталям? Samsung не лучше здесь по деталям, это точно. Тут в тенях, конечно, не хватает деталей на Samsung. Их чуть побольше на OnePlus. На iPhone тоже побольше. И Pixel тоже что-то тут поел деталей. Можно, кстати, сюда еще заглянуть. Не очень хорошо отработано на Samsung. Небольшой пересвет здесь. Остальные вроде получше. Так, а это закат. Ого, посмотрите, как высвечен на пикселе. Кстати, это много кто отмечал, что фотография именно в таком режиме, когда сзади есть яркий объект, светит, то пиксель начинает очень сильно вытягивать тени. Порой это хорошо, но порой это и не очень хорошо. Мы с вами видели, что на гостинице очень серая картинка была. На Samsung не хватает деталей. По сравнению со всеми не хватает деталей. OnePlus
как-то подкрасил, тут аж все пошло фиолетовыми цветами, очень темная картинка на айфоне. Ну, давайте так, здесь, наверное, Pixel лучше всех справился, мне не очень нравится, как выглядит Samsung здесь. Горный институт. Опять же, у всех немножко по-разному картинка получилась. На айфоне он вообще пошел какие-то немножко зеленоватые тона, не должно быть такого. Ну и детали. Ну вот колонны-то не очень получились на Samsung. Я почему обращаю внимание на Samsung, да, ну потому что он был как бы самым свежим из всех этих смартфонов, и на него как бы были надежды. И он пока еще надо, чтобы допиливали. Вот засвечены фонарики раз, на OnePlus не засвечены фонарики, на Pixel не засвечены, на iPhone чуть засвечены. Вот тут наверху тоже Samsung засветился. Ну и вообще в тенях вот здесь, например, виден герб вот этот на Pixel, а везде темно. Ну и смотрим вот на эту картинку, ордена, Ленин. Ну что-то Samsung не любит Ленин, или Ленин не любит Samsung, и поэтому слабовато. iPhone хорошо, Pixel хорошо. Но чаще всего мы ведь фотографируем, конечно же, наших любимых. Именно поэтому портретный режим на основную камеру, на телевичок. Сейчас будет моя супруга, потом еще и до детей доберусь. Очень светлая фотография на OnePlus. Очень светлая. Ну, то есть реально пересвет. iPhone хорошо, по цветам хорошо. Да, такой немножко золотистый цвет. Samsung не могу сказать, что прям хорошо. Pixel хорошо. Самый вот нежный цвет получился на iPhone. OnePlus — это беда просто на OnePlus. Вот за это вот iPhone любит, за то, что вот он раз и делает такую хорошую фотографию. Смотрим на детали, давайте. Ну что, Pixel традиционно детализирован, все поры видны. iPhone попроще, Samsung ничего интересного не показывает, OnePlus так себе. Если посмотреть вот на ресницы, то посмотрите, какие они на Pixel, какие они на iPhone, и они такие, так себе, на Samsung. Та же самая фотография, но с использованием телевичка. OnePlus что-то вообще с ума сходит. Опять вторая фотография с пересветом. Раньше я такого за OnePlus не замечал. На Pixel у нас здесь не телевичок, а просто двойное увеличение, потому что телевичок в портретном режиме не используется вообще. Тут я бы сказал, что подтянулся Samsung. И Samsung делает очень приятную фотографию по сравнению с iPhone, чуть получше. Pixel у нас по-прежнему, еще раз скажу, делает фотографию на основную камеру, поэтому это кроп. И из-за кропа будут небольшие грубоватости. Вот посмотрите на волосы на Samsung и на Pixel. На Pixel они как будто бы, ну, слишком уж обработанные. О, что мне нравится, смотрите, на iPhone, только сейчас заметил. iPhone пытается, ну, я так думаю, что это не косяк, и сделать типа зеркалку, посмотри, то есть здесь у нас типа в фокусе, а вот тут волосы, которые идут как будто бы на чуть подальше, раз, они уже не в фокусе. Ну, не знаю, посмотрим на других фотографиях, но создалось такое впечатление, если так, то это прикольно. iPhone имитирует глубину, это прикольно. OnePlus что-то вообще какая-то беда. Еще, кстати, обращу ваше внимание на вот это обрезание волос, оно неплохое на Samsung и на Pixel, а iPhone здесь все блерит. И OnePlus тоже что-то здесь оставляет. Я не знаю, помните ли вы или нет, на презентации говорили, что теперь вот эти все тонкие объекты на Samsung отдельно выделяются и не блерятся. А раньше действительно, когда ты фотографировал, как человек пьет из трубочки, эта трубочка обычно заблюривалась. Но вот здесь видно, что все на самом деле неплохо справились. Я напомню, что на Pixel у нас фотка не в портретном режиме, поэтому здесь алгоритмы эти не работают. iPhone практически стер, но не стер. Samsung уверенно вот эту ножку оставил. Pixel не трогаем, еще раз говорю, здесь не портретный режим. OnePlus нормально, но OnePlus опять все засветил. А если смотреть на детали, опять порный режим на Pixel, Samsung чуть похуже. iPhone примерно туда же, что и Samsung, но мне чуть больше цвета нравятся на iPhone. Еще одна фотография, здесь немножко другие цвета. Не очень мне нравится, как iPhone обработал. Он ушел в синему и немножко сделал плоской картинку. Здесь, кстати, OnePlus получше работает, но все равно деталей не хватает. По деталям, кстати, хорошо, опять же, Pixel и iPhone хорошо по деталям, а Samsung по деталям не очень хорошо. Так, перемещаемся на улицу. Я тестировал все на Оскаре. Очень темная картинка на OnePlus и достаточно темно на Pixel. На Samsung светлая курточка, на iPhone светлая курточка. На Pixel, опять же, не включен портретный режим, потому что без увеличения он не работает. Что у нас по деталям? Как ни странно, с деталями хорошо на OnePlus. Ну, то есть видна вот фактура шапки. На Samsung не видно, на iPhone как будто бы видно. Даже на Pixel, может быть, не так хорошо видна она. А здесь OnePlus как будто прямо проработал ее. Это интересно. Вообще, если вот так смотреть, то мне больше всего нравится фотография
Ну, не знаю, на айфоне хорошо получилась фотография по цветам. На Samsung как будто бы немножко не хватило цветов. Ну, я, естественно, сделал фотографию на телевичок. Оскар уже начал нервничать. Что мы имеем? Пиксель неплохо, но здесь и не телевичок. OnePlus пошел сразу же со своим телевичком куда-то, не очень хорошо. iPhone, Samsung. Ну, пиксель, да. Пиксель хорошо. У нас так получается, да, что пиксель для вот портретов людей становится самым неплохим. Правда, лицо-то у него серое. Ну, то есть, вот так смотрите, да, серое лицо. На айфоне неплохо. Ну, OnePlus похуже, Samsung так себе. На пикселе хорошо, но лицо-то серое. Не круто, серое лицо. Еще одна фотография. Так, цвета, конечно, задирает OnePlus, очень делает цветную картинку. Пиксель опять делает лицо сереньким. Ну что ты будешь делать, а? Ну вот вроде ты по детализации хорошо, ну ты делай ты нормальную хотя бы картинку по скинтону. На Samsung опять не хватает деталей. Тут даже деталей как будто бы на OnePlus больше. iPhone, ну что-то такое. В общем, вот цвета бы Samsung, да детализацию пикселя, ну, вообще было бы отлично. И вот чуть-чуть подкраса от OnePlus. Вообще было бы классно. Фотография с увеличением на телевичок. Ну, кроме пикселя, разумеется. Опять же, самая такая цветная картинка на OnePlus. Пресноватая картинка на iPhone. Samsung, ну, куда-то туда же. На пикселе с деталями получше. Но помните, друзья, что так как это кроп с основной камеры, то в какой-то момент детали начнут пропадать по сравнению с Samsung'ами и айфонами. Еще один портретик. Опять на OnePlus пересветы. На айфоне хороший цвет. Пиксель неплохо. Ну и Samsung в целом тоже неплохо. Пока с Ультра себя не очень сильно проявил как-то по сравнению с другими телефонами. OnePlus что-то прямо слабенько. В целом по портретикам, да, можно сказать, пиксель, наверное, самый интересный по детализации, но по цветам пиксель не самый лучший. И с этим надо что-то делать. Селфи-фотография на OnePlus, кстати, посмотрите. Разрешение практически 5000 на 6 с копеечкой. У всех остальных все гораздо попроще. Ну, в целом, главная задача выполнена на всех. Это на закате виден закат. Хорошо. И лицо видно, и закат видно. А вот тут Samsung прямо молодцом, посмотрите. Посмотрите, насколько Samsung молодцом по сравнению со всеми остальными. Просто вообще. Как будто бы из другой категории пришел. Ничего себе, какая селфи-то фотография получается на Samsung, а? Вот это круто. Вот так и надо было. Вот так надо было зайти, чтобы всех как бы раз и нагнуть. Не получилось у Samsung этого. Только на селфи. Так, а вот еще одна фотография. Здесь, смотрите, а здесь Samsung не справился. То есть вот должен был HDR вот так отработать, как на OnePlus, а Samsung вообще не справился. И iPhone не справился. Пиксель, ну так себе, но очень темная фотография. Смотрите, какая темная куртка, вообще все очень темное. Здесь вообще лучше всех сделал фотографию OnePlus. Ну вот так, если издалека смотреть. Помните, еще и разрешение чумовое на OnePlus. Но при этом по деталям, опять же, посмотрите, как круто делает Samsung. А? Вот это да. Вот просто приятно посмотреть, а. Смотрите, какая борода. По сравнению со всеми, просто вообще нагнул. Просто всех взял и нагнул. Да. Ну вот эту бороду надо взять, может, на обложку, не знаю. Прямо красавчика. Ну, не я красавчик, а Samsung. Остальные так себе, честно говоря. Все причем. Ладно, друзья, вот на такой позитивной ноте давайте заканчивать. Samsung показал себя отлично, но только в одном сценарии. Окей, в двух. Это фронтальная камера. Соответственно, селфи будут самые лучшие на Samsung. И телевичок 10-кратный. Во всем остальном Samsung, честно говоря, себя вообще никак особо-то и не показал. Да, плюс-минус, где-то было лучше, где-то похуже, но в целом, ну, вы видели все сами, примерно одинаково. Пиксель, я бы сказал, что по детализации был самым детализированным из всех вот этих смартфонов. Чаще всего я говорил, что именно пиксель детализирован. OnePlus что-то меня очень сильно расстроил по фотографиям в плане детализации. И ночью, и портретики, какая-то прямо беда была. iPhone, ну, iPhone нормально. Вот такая вот история, друзья. Очень интересно узнать ваше мнение, что вы думаете по этому поводу. Пишите в комментариях. И может быть стоит сделать сравнение именно Android смартфонов. Типа еще взять Huawei по 50 Pro, взять Vivo X70 Pro Plus или уже 80 там где-то выходит. Xiaomi 12 Pro взять. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну а меня зовут Фил. Большое спасибо за то, что посмотрели это видео. Надеюсь, что оно оказалось для вас полезным. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Здесь я рассказываю правду о гаджетах, которыми пользуюсь. Не болейте. Всем счастливо и пока.